Дочери 49, молодая еще, чтобы уходить на тот свет, пожила бы еще, но что поделаешь, сердечко не выдержало. Много забот, все-таки свой бизнес. Переживала из-за свою выручку, из-за людей, которые на нее работают. Вот так работаешь как проклятый, чтобы потом иметь возможность отдыхать, а потом и не наступает, и думаешь, что лучше жить скромно, но долго или вот так, как ее дочь. Наталья Игоревна вытерла слезы и принялась за работу. Быстрее нужно закончить, чтобы в самую жару не ехать домой в переполненном автобусе. Но недолго она махала тяпкой, вскоре пришлось сделать паузу. Она услышала странный шум и замерла, пытаясь определить, откуда он идет. Ей показалось, что это из-под земли. Присела и чуть ли не ползком начала осматривать участок внутри загородки и поняла, что это из трубы оградки идет какой-то гул. Даже были слышны едва различимые слова. Пожилая женщина посмотрела на солнце, вроде не сильно печет, чтоб такие галлюцинации были, от переживания тоже не могло быть. В первые дни ей очень плохо было, потом помолилась, решила, что ради внуков нужно жить. У младшей дочки дети есть. Сейчас, конечно, все еще переживает из-за смерти Ирочки, но с ума не сходит, взяла себя в руки. Поэтому сейчас непонятно, почему мерещится всякое. На всякий случай перекрестилась и снова к трубе прильнула, прислушалась и поняла, что действительно это из-под земли что-то слышится. Этого не могло быть, но можно было различить некоторые слова. Наталья Игоревна могла бы поклясться, что слышала «помогите, я живая». Сообразив, что это может быть ее дочь, она побежала к старушке за помощью. Там запыхавшаяся бабушка обратилась к двум сторожам и попросила их срочно раскопать могилу ее дочери. Мужчины переглянулись и сказали бабуле, чтобы она дурью не маялась, а выпила успокоительное. Они подумали, что бабка на старости лет обезумела. «Сами послушайте», — взволнованно сказала Наталья Игоревна, — «говорю вам, там живой человек помощи просит. Когда твою дочь похоронили?» — поинтересовался один из мужчин. Когда пожилая женщина назвала дату, тот сочувствием похлопал ее по плечу и сказал, что ей лучше поехать домой отдохнуть. Мать, не выживет человек столько дней под землей, убеждал он ее, в церковь сходи лучше. Но Наталья Игоревна не сдавалась и доказывала, что слышала голос, но сторожа все настойчивее пытались избавиться от невменяемой бабушки. Тогда она достала деньги и предложила выполнить ее просьбу за вознаграждение. Даже 2000 не убедили мужчин взять лопаты и раскопать могилу. «Ладно, пусть это не моя дочь», — решительно заявила Наталья Игоревна, «а если к ее могиле подложили кого-то попозже?» И пожилая женщина достала 5000. Мужчины переглянулись, пожали плечами, дескать, любой каприз за ваши деньги, и согласились проверить. Они думали, что капнут, посмотрят, что является источником шума, и бабка успокоится, и они подзаработают, но выживших покойников и подкидыши не верили. Придя на могилу, сторожа первым делом прислушались. Как они предполагали, никакого шума не было, бабка выдумала все, но когда Наталья Игоревна постучала по трубе из-под земли, действительно послышался гул. Но мало ли какое-то животное, насекомое или полость земли образовалась, из-за чего воздух, проходящий через трубу, такой эффект дает. Не думали, что там живой человек, однако когда начали копать, то были шокированы. К трубе вел небольшой подкоп, причем из могилы бабкиной дочери. В итоге сторожа раскопали гроб, в котором лежала полуживая женщина. Каким-то чудом ей удалось выжить. Как потом рассказала Ирина, она пришла в себя в гробу, кричала, пыталась выбраться. Поняла, что ее уже закопали, ей удалось пробить отверстие в крышке гроба, и она начала раскапывать землю. Прокопав около полуметра, она уткнулась на полую трубу от ограды, это обеспечило доступ кислорода и минимальной влаги. После этого у нее появилась возможность немного отдохнуть и начать копать с новыми силами, но дальше пробраться не было возможности. Выше грунт состоял из крупных камней. Сторожа признались, что могильщикам приходится иногда засыпать могилы камнями. Соседний участок выравнивают и привозят оттуда, чтобы утилизировать. Ирина, наткнувшись на камни, отчаялась и думала, что так и помрет здесь заживо погребенная, но сегодня услышала, что у могилы кто-то есть, и стала кричать в трубу. К счастью, это оказалась ее мать. Посторонний человек вряд ли бы прислушивался и настаивал, чтобы могилу раскопали. Ирину доставили в больницу, где была диагностирована воспаление легких и обезвоживание. Никто не мог поверить, что она провела в могиле 11 дней. Выжила женщина только благодаря ограде, которую заботливо установил ее муж. Только когда здоровью дочери больше ничего не угрожало, и она оказалась в безопасности, ее мать опомнилась, что в спешке никому не успела сообщить,
что Ирина воскресла, но ее можно было понять. Началась суета, приехала скорая, полиция, вопросы начали задавать, а потом, когда пожилая женщина очухалась и сообразила, что и зятю нужно эту радостную новость сообщить, ее остановили правоохранители в интересах следствия. Попросили ее никому не рассказывать о чудесном спасении. Оказалось, что в крови Ирины были обнаружены следы отравляющего вещества, и как произошло так, что не было вскрытия, а смерть списали на сердце, было понятно. Кто-то специально поделал справки, то есть без взятки не обошлось. Подняли свидетельство смерти, а там значило, что вскрытие было, все подтверждено медзаключением. Чтобы не спугнуть преступника, Ирина пока оставалась официально мертвой. Наталью Игоревну распирала от радостной новости, что ее дочь жива, но в ее же интересах было молчать. И вот буквально в тот же вечер к ней пожаловал зять с закуской. Зная, что вторая дочь живет в другом городе, он захотел скрасить одиночество пожилой женщины. Все горевал, что не уберег жену, нужно было оградить ее от управления бизнесом, давать больше отдыхать. Теще так и хотелось пожалеть мужчину, сказать, что теперь у него будет возможность беречь жену, но сдержалась. Тоже сделала грустное лицо и стала горевать вместе с ним, а потом зять забеспокоился о ней, говорит, что вам бы тоже поберечь себя, не брать на свои плечи бизнес, хватит, что дочь не выдержала такой нагрузки, в вашем возрасте нужно еще больше отдыха, сказал он, и тут Наталья Игоревна разозлилась, что это он ее старухой обозвал, что ли, а потом насторожилась, какой шустрый, жену недавно похоронил, а уже о ее бизнесе печется. Заподозрила теща неладное, неспроста о бизнесе жены переживает, а у самой Натальи Игоревны с зятем не было доверительных отношений, все через Ирину общались. Странно все это, решила, что нужно с ним быть начеку, и вот зять предложил выпить за упокой, разлил поминальный коньяк, разложил закуску, которую в ресторане, видно, взял, а теща присматривается к нему, думает, буду есть и пить только после него. Только взялась за рюмку, а гость ударил себя по лбу и стал сокрушаться. «Вот дурак, забыл лимон», — сказал он, уже привык только с лимончиком пить. «У вас нет случайно?» — поинтересовался он. А ведь знал, что теща чай любит с лимоном пить, значит, наверняка есть у нее дома лимон. Конечно, конечно. Наталья Игоревна подскочила и побежала на кухню, а сама почти уверена, что зять что-то задумал. Стала в дверной проем за ним следить и не ошиблась. Мужчина поспешил что-то достать из кармана и, оглянувшись на дверь, быстро подсыпал ей это в рюмку. Все так ловко придумал, что теща не догадалась бы никогда, рассчитал все мелочи, кроме одной. Неудачную оградку выбрал. Теперь пожилой женщине стало понятно, для кого было огорожено второе место на кладбище. Не зять хотел с любимой женой лежать рядом, а для тещи все приготовил. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.